Всем привет, друзья! Сегодня я вам хочу показать, как сделать антенну Кнутик из обычных подручных вещей. Чтобы улучшить сигнал мобильной связи и интернета 3G, 4G, в интернете предложено много вариантов, но я решил собрать именно антенну Кнутик. Расскажу почему. Потому что антенна состоит из двух вещей. Это передняя сторона, выполнена из медной проволоки, является вибратором, и тыльная сторона — это металлический нержавеющий лист, выполняет функцию рефлектора. Еще одно преимущество этой антенны: можно использовать в качестве телевизионной антенны, и также можно использовать в качестве усиления сигнала мобильной связи и интернета. Так сказать, два в одном. Приступим к сборке антенны. Для начала нам потребуются ножницы по металлу и маркер по металлу. Все размеры антенны приведены на чертежах. Сперва сделаем рефлектор для антенны. Как видите, данная антенна создается из легко доступных материалов, что делает ее доступных для домашнего использования. Если получилось так, что в вашем доме не оказалось данных материалов, ничего страшного, вы можете приобрести в любом строительном базаре за небольшие деньги. По сравнению с другими антеннами, данная антенна будет гораздо дешевле по затратам на материалы. Я думаю, друзья, каждый из вас сможет собрать данную антенну. Несмотря на свою простоту, данная антенна справляется ничем не хуже других антенн по усилению сигнала мобильной связи. В моем случае данную антенну я собрал для дачи, чтобы усилить сигнал мобильной связи и интернета. Как видите, рефлектор почти готов, осталось только загнуть края и приступить к второй части. Края рефлектора загнул. Теперь это все нужно закрепить. Итак, рефлектор мы сделали, получилось очень аккуратно и красиво. Теперь осталось сделать крепление для вибратора антенны, то есть самой антенны, и крепление, чтобы антенну в дальнейшем можно было закрепить. Итак, чтобы сделать крепление для вибратора антенны, можно использовать остаток материала, то есть в моем случае это нержавеющий металл. Нужные размеры указаны. Крепление также крепим на шурупы. Выступающие края можно убрать. Итак, крепление для вибратора антенны установили на рефлектор. Как видите,
Все получилось аккуратно, ровно, по центру. Друзья, и так, чтобы нам сделать основную деталь, в нашем случае это вибратор антенны, нам потребуются простые 3 вещи. Это фанера или доска, А4 бумага и также базовые знания геометрии. Нужные размеры и координаты антенны я указал в начале, можете посмотреть, не спеша все начертить на белом листе, а потом можете заклеить на фанеру. В моем случае, чтобы А4 лист заклеить на поверхность фанеры, я использовал обычный ПВА-клей. Итак, друзья, поскольку антенна симметрична относительно обеих осей, то указаны координаты только 5 точек из 18. Итак, друзья, все точки координаты вибратора антенны указаны на белом листе. Осталось только забить гвозди или же закрутить шурупы. В моем случае я буду использовать шурупы. Чтобы более точно определить места, где нужно будет закрутить шурупы, я буду использовать шило. Не спеша каждую точку отметил шилой по несколько раз. Итак, нам также потребуется штангенциркуль, чтобы установить нужный диаметр в нужной точке. Итак, над каждой точкой также просверлил отверстие, чтобы в дальнейшем легко было закрутить шурупы. Как видите, шурупы закручиваются с легкостью на данной точке. Итак, чтобы мне добиться нужного диаметра в нужной точке, я использовал чопики, изоленту и шуруп. Выступающие края чопиков удаляю, дабы добиться максимально ровный диаметр, ровную окружность.
Итак, нужный диаметр я получил, теперь осталось закрутить. Итак, у нас поверхность готова, теперь можно приступить к сборке вибратора антенны. Итак, берем провод медный, в моем случае я использую 3 мм медного провода. Для начала нам нужно очистить от изоляции. Теперь можно приступить к сборке вибратора антенны. Нам достаточно гнуть провод по осям каждой точки и получим нужную форму. Итак, вибратор антенны у нас готов. Общий вид. Итак, концы провода вибратора антенны нужно припаять, чтобы было все четко, гармонично. Также надо установить диэлектрик, чтобы поверхность вибратора антенны не касалась рефлектора антенны. То есть, чтобы не было контакта между поверхностью рефлектора и поверхностью вибратора антенны. Теперь это все монтируем, устанавливаем вибратор антенны на поверхность рефлектора и смотрим конечный результат. Теперь нам осталось установить только штатное крепление, и антенна готова к использованию. Для крепления нашел обычный крепеж для хомутов. В моем случае буду использовать крепление для антенны кнутик.
Взял обычный хомут, сейчас я буду устанавливать его и в дальнейшем буду крепить антенну. Итак, выступающую часть шурупа убираю. Чтобы подключить вибратор антенны к кабелю, можно использовать пигтейл, если у вас, конечно, он есть. Но если нету пигтейла, можно сделать его самодельным. Нашел старую приставку сломанную, оттуда буду брать коннектор и также буду использовать кабель от антенны машины. Итак, сделали самодельный пигтейл, использовали старый коннектор от приставки. Теперь надо сделать отверстие на рефлекторе антенны и установить данный пигтейл. Теперь, чтобы этот кабель прикрепить к вибратору антенны, нам нужно использовать стрипы. Итак, другой конец кабеля припаиваем к вибратору антенны. После того, как все припаяли, обратно все монтируем аккуратно на свои места, проверяем тестером. Как видите, между рефлектором антенны и вибратором антенны нету контакта.
мы собрали, сделали антенну Гнутик. Теперь осталось установить на штатив и использовать при необходимости. Друзья, всем рекомендую данную антенну. У кого на даче также плохо работает интернет, плохая связь, также кто хочет смотреть телевизор на даче, рекомендую использовать данную антенну. Всем удачи! Всем спасибо, друзья, до скорой встречи!